Всем добрый день! В этом видео рассмотрим пример ETL-процесса на базе Pentaho Data Integration. ETL – это один из основных процессов управления данными. Это извлечение данных из внешних источников, очистка их, трансформация под бизнес-модель, под нашу, и загрузка в какое-то хранилище данных. Pentaho Data Integration – это один из лучших ETL-инструментов, один из самых развитых. Это графический дизайнер для создания ETL-процессов. Очень богатая библиотека компонентов для подключения к различным источникам, для трансформации данных. Что немаловажно, Pentaho Data Integration есть в комьюнити редакции, в Community Edition под лицензией Apache. Ее можно скачать, SourceForge. Развивается продукт компании Hitachi Vantara. Значит, для рассмотра ETL-процесса мы гипотетически представим себе кейс загрузку данных из старых наших систем. То есть у нас накопились данные по нашим данные о контактах, каких-то клиентах, которыми когда-то работали за много-много лет. Они у нас были в разных учетных системах. Кроме того, были контактные данные, приобретенные на стороне. Итого у нас есть несколько десятков, допустим, Excel-ных файлов. В каждом из них по сотне тысяч записей. Общая сумма записей несколько миллионов. Разумеется, с Excel-ными файлами, в которых несколько сотен тысяч записей, работать очень трудно, очень неудобно, они становятся неповоротливы в Excel. И итого у нас есть какие проблемы с этими с исходными данными. Их очень много за прошлые года, и в них есть дубликаты, потому что очевидно, что клиенты обращались к нам в разные года, соответственно, в файлах есть очень много дубликатов, которые нужно удалить. Есть еще проблема с длиной ИИН, идентификационный налоговый номер. Он должен быть у нас из 12 символов. Например, 5-я строка. Здесь видно, что ИИН не 12, а 13 символов. Такие записи нужно удалить. Следующая проблема. В поле с фамилией, имя, отчество встречается служебная информация. Например, 8-я строка. Видно, что здесь есть индивидуальный предприниматель. 18-я строка – частный предприниматель. Соответственно, эти признаки надо удалить. Следующая проблема – это фамилия и имя в разном регистре, но это видно где-то заглавными буквами, где-то строчными. Их нужно привести в единый формат. Телефонные номера – та же самая проблема. Есть со скобки, есть пробелы. Видно. Есть еще одна большая проблема. В поле с телефонным номером через запятую может быть второй номер. Соответственно, нужно их выделить в отдельное поле. Есть еще одна задача перед ETL-процессом. Гипотетически представить себе, что домашние номера у нас идут с кодом 773. Соответственно, все номера с кодом 773 должны быть выделены в отдельное поле домашний номер. И еще у нас есть последняя задача. Это задача обогащения данных. Мы должны выделить из адресной строки город, в котором проживает контакт, и по городу определить регион. Для этого у нас есть такой справочник, в котором, для примера, здесь всего 2 названия, варианта городов. На самом деле их может быть намного больше. Например, Усть-Каменогорск, Усть-Каман, Семипалатинск, Семей. Вариантов написания городов может быть много, соответственно, этот справочник он мог быть намного больше. Соответственно, по варианту наименования города мы определяем, собственно, наш город, а далее, соответственно, определяем область, к которой относится этот город. Так выглядит процесс. На основном поле видно его дизайн, и на нижней вкладке, когда я переключаюсь между компонентами, видно, как преобразовываются данные. Значит, на первом шаге проимпортированы все эти данные. На втором шаге видно, исчезла служебная информация и индивидуальные предприниматели. На следующем шаге фамилия, имя, отчество разбито на 2 поля. Фамилия и имя.
На следующем шаге регистр фамилии и имени приведен к единому формату. Первое заглавное, остальные строчные. Следующий шаг – это проверка на длину ИИН. Если длина ИИН менее 12 символов, то такие записи все отбрасываются, и в журнал в логе выводится сообщение о том, что запись таким-то ИИН у нас выброшена в ошибке. Следующий шаг. Поле с телефонным номером разбивается на два поля, 1 и 2. На следующем шаге из поля с телефонными номерами удаляются скобки и пробелы. Вот эти два новых поля. На следующем шаге скрипт по коду 773 определяет, если номер телефона домашний, то, соответственно, вписывается в колонку домашний номер. Во всех противных случаях он остается как мобильный номер. Следующий шаг. Мы проверяем длину телефонных номеров. И опять же, если длина телефонного номера меньше 11 символов, то такая запись отбрасывается, и в журнал ошибок выводится об этом сообщении. Следующий шаг. Из адресной строки выделен город по вот этому справочнику. То есть проверены все варианты, и добавлено поле с названием город с городом. Следующий шаг. По имени города определен регион. И последний шаг. Все эти записи записываются в таблицу. При этом в свойствах таблицы на поле ИИН добавлена проверка на уникальность. То есть решается проблема отбрасывания дубликатов таким достаточно примитивным способом с помощью SQL базы данных. Если Pentaho Data Integration делает попытку записать уже существующую запись, существующий ИИН, то такая попытка выдает ошибку, и эта запись отбрасывается и попадает у нас опять же в журнал с логами. Запускаем процесс. Вот он отработает несколько миллионов записей, где-то за 3 миллиона записей отработаны будут где-то за час, примерно за час. Всем спасибо, всего доброго.